Добрый день! Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я буду проверять один из методов по очищению старой, очень грязной, с большим количеством нагара сковородки. Наткнулся я на него как-то раз в интернете, и мне стало интересно, действительно ли можно так легко и просто при помощи доступных и недорогих средств очистить сковороду от нагара. Приступим. Чистить буду вот такую вот сковородку с очень серьезным, я бы так сказал, 10-летним, а может быть даже 20 или 30-летним нагаром. Обычным скребком и чистящим средством ее уже вряд ли очистишь. Ручку с нее я уже предварительно открутил. Ей я займусь потом, отдельно. Далее понадобится какая-нибудь посудина, в которую эта сковорода смогла бы поместиться. В моем случае это будет вот такая вот миска. Наливаю в нее 6 литров воды и отправляю на плиту нагреваться. А тем временем подготовлю нужные для дальнейшей чистки ингредиенты. Это будут хозяйственное мыло, кальцинированная сода. Если нет кальцинированной, то подойдет и обычная. Силикатный клей. Еще его называют жидкое стекло. Все это можно приобрести в любом хозяйственном магазине. На 6 литров воды мне понадобится где-то 300 грамм соды. Вот так вот. Один брусок хозяйственного мыла, который я предварительно натираю на крупной терке. Вот так вот получилось. И 1 стакан силикатного клея. Это примерно 200-250 мл. Теперь в разогретую воду отправляю соду, мыло, клей, и буду все это мешать до тех пор, пока ингредиенты не растворятся. После этого очень аккуратно опускаю в миску сковородку. Вот так вот. Затем довожу ее на маленьком огне до кипения и оставляю вариться в этом растворе на 2 часа. Ну что, прошло 2 часа. Сковорода проварилась. Убираю ее с плиты и оставляю на некоторое время, чтобы она остыла. Только посмотрите, какого цвета стала вода. Прям нефть какая-то. Жалко, что из нее нельзя приготовить бензин. Ну что, сковорода остыла. Одеваю перчатки и будем смотреть на результат. Ух ты! Да тут все застыло. Теперь бы выковырять сковородку отсюда. Так, вроде результат есть. Некоторые части уже очистились, а какой-то нагар счищается просто руками. Хотя и не весь.
Попробую его теперь снять ножом. Что-то счищается, а что-то не очень. Попробую еще теперь поработать скребком. Им тоже что-то удается снять, а что-то нет. Теперь я возьму тазик с чистой водой и продолжу чистку сковороды в нем. Ну что, вот такой вот у меня получился результат. Большая часть сковороды очистилась, но нагар на ней еще остался. Поэтому я принял решение проварить сковороду в таком же растворе еще раз. Старый раствор я выкинул, миску помыл. Наливаю в нее точно так же 6 литров воды. Высыпаю натертое на терке мыло, 300 грамм соды и стакан силикатного клея. Хорошенько размешаю. И отправляю на плиту все это дело закипать. Тоже помешивая время от времени. Когда содержимое миски закипит, очень аккуратно опускаю в нее сковороду. Уменьшаю плиту на самый минимум, чтобы жидкость не выкипала. И оставляю сковороду вариться еще на 2 часа. Прошло 2 часа. Снимаю миску с плиты и даю ей остыть. После этого достаю оттуда сковороду. В этот раз пена взялась коркой, а жидкость не застыла, но цвет ее все равно черный. Вот так вот выглядит сковорода после второй варки. Визуально, как после первой варки, ничего не изменилось. Попробую ее теперь почистить снова металлической мочалкой. О, теперь нагар стал очищаться гораздо легче. Попробую с обратной стороны. Да и с обратной стороны тоже. Далее беру таз с чистой водой и дочищаю ее полностью. Вот так вот у меня в итоге получилось. Сковорода аж блестит. Метод, можно сказать, рабочий. Нагар с помощью него довольно-таки неплохо очищается. Единственное, учитывая, что подопытная сковорода была у меня, похоже, не с 30-летним, а с полувековым нагаром и грязью, пришлось варить ее 2 раза. Также в местах, где, скорее всего, били вилкой или ложкой в процессе готовки, появились очень маленькие раковины, которые мне не удалось вычистить до блеска. Надеюсь, что они уйдут в процессе прокалки и подготовки сковороды к использованию после такой чистки. Об этом у меня уже было видео на канале. Кому интересно, можете посмотреть, как я это делаю.
От себя хочу добавить, что лично мне понравился больше способ очистки с нашатырным спиртом, который я испробовал в одном из предыдущих своих видео. А какой способ больше понравился вам? Напишите мне в комментариях. Также не забывайте ставить лайк, если мое сегодняшнее видео вам понравилось, подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие выпуски. На этом на сегодня все. Спасибо, что смотрели. До скорых встреч на моем канале. Пока!